Сегодня воскресенье, а значит, время новостей. Актер Ким Су Хён снова в центре внимания. Его последние действия вызвали слухи о серьезных финансовых проблемах. По заявлениям некоторых источников, недавно актер продал одну из своих роскошных квартир в Сеуле за 8 миллиардов вон, около $5 миллионов. Это жилье он купил в 2014 году за 3 миллиарда, то есть на продаже даже заработал. Но насторожило другое. Сделка прошла почти сразу после того, как две компании подали на него иски на общую сумму 7,3 миллиарда вон. Напомню, что производитель медицинского оборудования и малазийское подразделение бренда бытовой техники заморозили якобы часть его имущества. Компании утверждали, что из-за скандала потерпели убытки. Многие считают, что актер заранее готовит деньги для тяжелых судебных разбирательств и возможных потерь, поэтому и продал недвижимость. Со стороны же покойной актрисы Ким Су Рон представитель семьи заявил, что новости о том, будто 8 ее друзей готовили заявление против Ким Су Хёна, это были всего лишь выдумки журналистов. Он подчеркнул, что никогда такого не говорил. Эти сообщения раньше активно распространяли СМИ и YouTube-каналы, из-за чего многие поверили, что отношения с несовершеннолетней были. После опровержения мнения пользователей сети разделились. Кто-то посчитал, что все это ложь и клевета, а кто-то все равно уверен, что слухи были правдивы. И еще одна новость, связанная с расследованием 25 корейских СМИ. Они получили официальное предупреждение за статьи о Ким Су Хёне и Ким Су Рон. Комиссия по этике прессы заявила, что журналисты нарушали правила. Они подавали непроверенные обвинения как факты и называли законопроект о поднятии возраста согласия законом по предотвращению преступлений Ким Су Хёна. По мнению комиссии, такие заголовки создают ложное впечатление, что актер уже признан виновным, хотя это не так. Ранее предупреждение получили еще 14 статей с провокационными заголовками, которые вышли после смерти Ким Су Рон. Комиссия подчеркнула, что подобные публикации наносят сильный вред репутации актера и эмоциональному состоянию человека и его близких. Не менее кричащей новостью недели была новость, связанная с известной актрисой по дораме «Невеста речного бога» Син Се Гён. Дело в том, что актрисе ранее угрожала женщина. Суд выяснил, что 35-летняя обвиняемая с лета 2024 года оставила более 450 сообщений с оскорблениями и угрозами, включая обещание облить актрису кислотой. Хотя угрозы так и не были выполнены, суд все же признал, что они нанесли серьезный ущерб. В итоге женщину приговорили к 8 месяцам тюрьмы за угрозы актрисе. И хотя прокуратура просила 2 года тюрьмы, срок сократили, учитывая, что насилия все же не было. А с актрисой Син Се Гён планируется выход новой дорамы в этом году под названием «Гуминт». Другая же актриса Сим Ин У, последняя из работ «Выше бабочка лети», впервые появилась на публике после того, как официально доказала свою невиновность в обвинениях в травле одноклассников. В видео на своем новом YouTube-канале актриса расплакалась, рассказывая, как 5 лет не могла работать из-за ложных обвинений. За все это время ей удалось пройти только одно прослушивание. Актриса вспомнила, что пережила очень тяжелый период, но в итоге суд подтвердил, она никого не травила, обвинения не имели оснований. За время вынужденного перерыва актриса стала преподавателем йоги и переосмыслила свою жизнь. Теперь она готова вернуться к съемкам и поблагодарила всех, кто ее поддерживал. Другая же актриса Чон Джи Хён, большинство ее знают по дораме «Легенда Синего моря», удивила всех резкими переменами в жизни. Она отрезала свои знаменитые длинные волосы и сделала стильное короткое каре. Поклонники восприняли это как символ начала нового этапа. Кроме того, Джи Хён ушла из агентства, с которым работала много лет, и основала собственную компанию. Актриса поделилась, что это решение отражения ее нынешних ценностей и желания сосредоточиться на действительно важном. Ее компания планирует не только управлять карьерой актеров, но и создавать проекты, где их творчество и жизнь будут соединяться. Кстати, осенью актриса возвращается на экраны в сериале от Disney+, где она сыграет бывшую посла ООН, вовлеченную в международный заговор.
Новая прическа и собственная кампания стали для Чон Джи Хён смелым перезапуском, который восхитил и фанатов, и прессу. А вот актриса и певица Нана рассказала, что почти полностью вывела все свои татуировки, кроме одной. Она убрала их без анестезии, просто потому что не хотела тратить несколько часов на крем. Больше всего болела на ребрах, груди и ступнях. Единственная тату, которую она оставила, это цифры 1968 на ноге. Это год рождения ее мамы. По словам Наны, идея удалить рисунки принадлежала ее матери, и она спокойно согласилась с этим. Актриса подчеркнула, что у них с мамой очень близкие отношения, вместе ходят в клубы и весело встречают Новый год. Напомню, что с Наной ожидается сразу несколько проектов в мире кино. «Всеведущий читатель» уже совсем скоро, а в 2026 году «Кульминация» и «Скандал». Следующая новость об откровениях. Корейский актер Пак Су Он, можете знать его по дораме «Планомерный комментатор», которому сейчас всего 20 лет, рассказал, что в 14 лет, когда он снимался в фильме «Ход Бога 2», его заставили сесть на жесткую диету, чтобы выглядеть худее. Вместо нормального питания он ел только салаты и пропускал приемы пищи. Родители переживали, ведь он еще рос. Но Пак был полностью сосредоточен на роли и гордился, что смог похудеть. Актер признался, что сильно комплексовал из-за круглого лица и чувствовал давление соответствовать резкому образу героя. Хотя Пак начал сниматься еще в начальной школе и сыграл уже больше 40 дорам и 12 фильмов, его история показывает обратную сторону успеха. Сколько ребенок-актер должен терпеть, чтобы понравиться взрослым и не потерять шанс на карьеру. Кстати, последний проект актера был «Адвокат по трудовым будням». Совсем недавно завершился выпуск. Кто смотрел, пишите в комментариях, как вам дорама. Ну а мы продолжаем. Также без откровений не обошлось и от актера Пак Сон Хуна, сыгравшего трансгендерную женщину Хён Джу в 3-м сезоне «Игры в кальмара». В интервью актер признал, что раньше в корейских сериалах трансгендерных персонажей часто делали карикатурными и плоскими. И он специально избегал преувеличенных манер, интонаций, чтобы показать Хён Джу настоящий и искренний. Пак рассказал, что чувствовал большую ответственность и благодарен трансгендерному сообществу за то, что его работу приняли положительно. Его роль получила много похвалы, а сам он подчеркнул, что такие образы должны быть глубокими, а не посредственными. А многих пользователей сети тронуло, что актер высказался о таком образе с уважением. Другой же актер Рю Джун Йоль, можете знать его по дораме «Удачный роман», выложил фото с камерой и подписью, которая заставила фанатов гадать о скрытом смысле. Актер написал «Умение дарить любовь и получать любовь». Многие решили, что это намек на его прошлые отношения. Он расстался с актрисой Хири после 7 лет вместе, а потом якобы быстро разошелся с Хан Со Хи спустя всего 2 недели. Пост он сделал во время поездки в Германию на юбилейное событие одной из фирм фотоаппаратов, так как увлекается фотографией. И с Джун Йолем тоже ожидается дорама «Крыса» в 2025 году. А кто знает еще какие-то дорамы с данным актером, пишите в комментариях. А вот новость от актрисы Ли Си Йон, я больше ее знаю по дораме «Милый дом», шокировала не только фанатов, но и пользователей сети. Она ждет второго ребенка от своего бывшего мужа, с которым развелась в марте этого года. Ее агентство подтвердило новость и попросило уважать личные границы, не спрашивая подробностей. Но из-за обсуждений в сети актриса решила сама все подробно объяснить, чтобы избежать сплетен. В большом письме она рассказала, что заморозила эмбрионы еще в браке после рождения первого ребенка в 2018 году. Поскольку срок хранения подходил к концу, она все-таки решила сделать пересадку. Актрисе 43 года, и с ее слов она давно мечтала о втором ребенке и не хотела повторять тревогу, сожаление, которое пережила после рождения первого ребенка. Она готова нести полную ответственность за свое решение, а бывший муж подтвердил, что он не давал согласия, но пообещал помогать и участвовать в воспитании ребенка. С Ли Си Йон, кстати, сейчас тоже выходит дорама «Детективный салон»,
Кто смотрел, делитесь впечатлениями, а также с ней ожидается ремейк «Менталист». В мире кино тем временем на Netflix вышло новое корейское шоу про свидания под названием «Лучше поздно, чем один». И оно стало вирусным. Главная фишка – участники, которые никогда в жизни не встречались и не были в отношениях. Вместо привычных профессиональных флиртов тут настоящие неловкие и трогательные попытки понять, что такое любовь. Ведущие звезды, в том числе Со Ингук, которого можете знать по драме «Однажды разрушение вошло в мою жизнь», помогают участникам советами и поддержкой. Особенно всех повеселил один момент, когда парень рассказал, что думал, будто впервые поддержал девушку за руку. Но потом выяснилось, что это было общее молитвенное собрание, где все должны были держаться за руки. Со Ингук с таким каменным лицом слушал эту историю, что зрители просто не могли перестать смеяться. И этот отрывок моментально разлетелся по соцсетям. Шоу только начало выходить, первые 3 серии из 12, но уже обещает стать новым хитом Netflix. А с Со Ингуком ожидается в этом году фильм под названием «Мальчик» и сериалы «12», «Давайте завтра пойдем на работу», а также «Бойфренд по запросу». Мне этот актер очень нравится, поэтому думаю, его новые работы меня порадуют. А вам нравится этот актер? Пишите в комментариях. Ну а мы возвращаемся к новостям. На презентации нового сериала «Низкая жизнь» от Disney+, актер Ян Се Джон шокировал фанатов своим внешним видом. На свежих фото его почти не узнали. Лицо усталое и заметно пухлое. Посты с его снимками набрали десятки тысяч просмотров и сотни комментариев. Многие переживают, что он плохо себя чувствует или перестал следить за собой. Другие же пишут, что еще недавно, во время съемок «Дуна», он выглядел совершенно иначе, подтянутым и свежим. Реакции в сети в основном отрицательные. Поклонники тоже разочарованы, что актер не смог сохранить прежнюю форму и визуал, которые так ценили. Также не обошлось без критики дорамы «Хороший мальчик» с Пак Богомом. С последними сериями дорама быстро растеряла зрителей из-за чрезмерной жестокости сюжета. Сначала сериал про бывших спортсменов, ставших полицейскими, хвалили за оригинальную идею и сильный каст. Но к 12-й серии все свелось к бесконечным избиениям главного героя. Его колотят толпой, травят наркотиками, он выпрыгивает из грузовика, падает, его снова бьют и в конце еще и ранят ножом. Многим это показалось бессмысленным и утомительным. Зрители жалуются, что в сериале почти нет развития сюжета, только насилие ради насилия. Рейтинги обрушились, после пика в 6,5% в Сеуле они упали до 4,9%. До финала остается еще 4 серии, но многие уже перестали смотреть. И, честно говоря, дорама тоже не особо понравилась, эффекта вау не было. И казалось, что серии на 10-й, в принципе, можно было бы и завершить дораму. Когда девушка пробралась в логово злодеев, ее спасли, хоть мушкетера и подстрелили, но вполне логично было завершить сериал. Злодеи пойманы, подстреленный выжил, и все завершилось бы на позитивной ноте. Но вот это вот продолжение меня, честно говоря, совсем не впечатлило. А также реплики с русскими словами, я даже уже не помню, в какой-то серии было, меня тоже не впечатлили и показалось, что это вообще было неуместно. А кому нравится и кто продолжает смотреть дораму, делитесь впечатлениями. Но мы идем дальше. И куда же без новинок? Актриса Им Юна кардинально сменила образ в фильме «Дьявол переехал» или «Свидание в 2 часа ночи». Актриса сыграет девушку, которая днем спокойно мечтает поехать учиться во Францию и ведет пекарню, а ночью превращается в настоящего дьявола. Это фильм, и он расскажет о безработном парне, который устраивается на странную подработку, следить за девушкой и каждую ночь сталкиваться с ее дьявольским обличием. На кадрах из фильма Юна предстала с растрепанными волосами и в ярком костюме, показывая совсем новую сторону своей актерской игры. Актриса рассказала, что ради роли изменила голос, мимику и даже смех. По словам режиссера, именно Им Юна идеально подошла для такого необычного и многогранного персонажа. И если этот фильм выйдет 13 августа, то показ «Шеф-повара Тирана» планируется с 16 августа. И вот эту дораму я тоже с нетерпением жду. А также своей новой ролью порадовал актер Пёну Сок,
который прославился в дораме о Тайсон Джей Беги. Он сыграет главную роль в экранизации мега-хита «Только я стану сильнее» на Netflix. Он воплотит слабейшего охотника на монстров, который после смертельной опасности пробуждает силы и превращается в легенду. Оригинал – это один из самых популярных веб-романов и вебтунов со 143 миллиардами просмотров по всему миру. Фанаты в восторге от такой смены амплуа, от романтического героя до охотника за монстрами. Но многие признают, что проект сложный и ожидают высокого уровня экшена и визуальных эффектов. Однако есть и те, кто боится провала. Сможет ли сериал передать быстрые сцены боя и атмосферу? А Netflix же обещает лучшие мировые спецэффекты и зрелищный мир с уникальными монстрами. В Китае тем временем в китайских соцсетях разлетелись слухи, что актриса погибла на съемках короткого сериала, а ее коллега впал в кому. Эти истории быстро набрали популярность на Weibo, но полиция заявила, что никаких сообщений о происшествии не поступало. Режиссер короткометражек и местные актеры тоже подтвердили, что не знают, правда это или нет. На фоне слухов пользователи начали делиться реальными видео, где актеры в тяжелых костюмах теряли сознание от жары, что еще раз напомнило о сложных условиях работы на съемках. Слух это или правда неизвестно, но будем надеяться, что никто не пострадал. Не менее громкая новость про китайского актера Тянь Сюйнина, которым сейчас выходит дорама «Мстительная любовь». Он оказался в центре скандала из-за слухов о романах. Сначала говорили, что у него есть якобы тайная девушка и ребенок, но агентство все опровергло. Но недавно актриса Тэн Цзэ Вэнь, с которой он снимался в прошлом году в «Безмолвной жене», выложила и быстро удалила переписку, где он называл ее «женушкой». Она утверждает, что Тян говорил, что свободен, и они встречались после съемок. Также ходят слухи, что актер несколько лет встречался с другой женщиной по имени Сусу, а сейчас якобы встречается с еще одной под именем Жожо. После удаления поста менеджер Тэн подтвердил, что роман действительно был, но раскритиковал актрису за то, что она вынесла личное на обозрение публики. И это вызвало волну критики со стороны поклонников актрисы. Ох уж этот шоу-бизнес, лучше вообще ни с кем не встречаться и не переписываться, чтобы потом не оказаться в подобном скандале. Но продолжим. Следующая новость о Джао Лусы. По сообщениям СМИ, недавно из ее аккаунтов якобы исчезли отметки о сотрудничестве с агентством. И пошли слухи, что актриса расторгла контракт. Однако компания заявила, что они продолжают работать вместе, а договор формально действует до 2030 года. Параллельно Джао Лусы снялась для обложки Элли с новым образом, а официального подтверждения о разрыве контракта все же нет. Но многие уверены, что актриса готовится уйти. А вот другая актриса Ли Итун продолжает набирать популярность благодаря сериалу «Сон во сне», который стал хитом этого года. Раньше ее считали вечной неудачницей, а за первую главную роль она якобы получала всего 5000 юаней за серию. Сейчас ее гонорар якобы вырос в 10 раз за «Сон во сне», и она якобы получила около 20 миллионов юаней. И по слухам, это даже больше, чем у партнера по сериалу Лю Юйнина. По сообщениям СМИ, в детстве Ли Итун занималась танцами и даже могла стать стажером в корейской звукозаписывающей компании, но родители отказались. Позже она все же пришла в кино и благодаря таланту и настойчивости стала одной из самых популярных актрис Китая. Сама же дорама, а вернее 31 и 32 серия, подверглись небольшой критике из-за того, что главного героя все же протыкают мечом. Многих не устроила эта сцена, так как сценарий и так уже был изменен, и зрители надеялись, что все же будет ранен только злодей. Но другие пользователи сети отметили, что такая сцена нужна была для драматизма и показа того, что главный герой готов на все ради своей любимой, и что заранее все продумал. И несмотря на критику, рейтинги дорамы все же не упали. Вот такая новостная неделя выдалась в Азии. Делитесь своим впечатлением от просмотренных дорам. Благодарю за просмотр. Всем добра, всем пока.